совместно с вами будем разбираться, что произошло на рынке жилой недвижимости целого региона благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Olymp Consulting. Итак, друзья, начинаем с обобщенных данных, так, чтобы вы не уснули, вам было, так сказать, о чем вспомнить. Напоминаю вам, что я занимаюсь наукой. И также хочу напомнить персонажа Шерлок Холмс. Помните, да? Это знаменитый расследователь, который расследовал сложнейшие преступления. И один из методов, который он применял, это был метод дедукции. То есть он делал заключение сначала от общего и потом уже переходил к частному. Ну, если это говорить по-простому, то мы сейчас, я вам показываю, как работает метод дедукции при исследовании рынка недвижимости Донецко-Приднепровского региона. То есть вы видите сначала картинку, обобщенные данные, что произошло в целом на рынке, по сегментам, то есть это первичный, вторичный рынок, по классам рынка недвижимости. И в дальнейшем, то есть у вас появилась полностью картинка, и в дальнейшем мы будем это все декомпозировать, то есть переходить к более подробным данным, статистическим данным, которые также будут нам показывать процессы, которые я наблюдал. То есть, если совсем ну, в качестве примера привести конструктор Лего, вы его ну, будете собирать очень долго, наверное, или соберете очень быстро, когда у вас есть общая картинка, которая перед глазами. А потом вы эти пазлы складываете, и, в общем-то, это получается достаточно увлекательно и просто. Так и сейчас я хочу провести вас по рынку недвижимости, и будем говорить о длительном периоде в том числе, благодаря вот этому методу дедукции. Итак, надеюсь, заинтересовал вас. Переходим очень кратко, переходим к статистическим данным, которые характеризуют рынок недвижимости города Запорожья, город Днепр. Друзья, я записывал неделю назад, ссылку поставлю в описании канала. Вы там сможете, не в описании канала, а вопрос-ответы внизу. Вы увидите ссылку на город Днепр и можете посмотреть. Итак, население 746 тысяч, город Запорожье, довоенное население. Огромный, друзья, город. Сейчас я предполагаю, что там тысяч на 200, на 300 стало меньше людей. Ну, во-первых, это город, который максимально приближен к фронту. Большая часть Запорожской области по факту не принадлежит Украине, то есть ведутся активные боевые действия. Поэтому я так предполагаю, что все-таки население покидает город Запорожье. И вы, кто живет в Запорожье, напишите мне ваши ощущения. Мне пишут из Харькова и из Днепра, спасибо. Именно визуально, насколько больше людей стало в городе или же меньше в сравнении с довоенным периодом. Я предполагаю, что тысяч на 250, а может и 300 стало меньше. Итого это порядка 300, может быть 50 тысяч сейчас проживает население. В общем, напишите, да, цифру вы точно не скажете, но визуально больше или меньше вы можете, в общем-то, определить. Дальше, друзья, количество предложений, которые были зафиксированы мною компанией Olymp Consulting. Что такое предложение, друзья? Это квартиры, которые выставлялись для продажи. Выставлялись они, естественно, где? В интернет. Это сайты крупные, интернет-порталы, всевозможные электронные доски, которые позиционируют себя как площадки, с которых можно продать свою недвижимость. Независимо, продает это риэлтор или же продает, так сказать, непосредственно продавец. Итак, было зафиксировано мною и компанией Olymp Consulting с помощью программного обеспечения, которое называется Olymp News, на которое у меня есть, естественно, патент и авторское право. Была зафиксирована такая вот огромная цифра квартир, которые были выставлены для продажи. Это 11 200 квартир. Ну, это вот к вопросу о том, что, друзья, риэлторы мне любят писать, откуда у тебя данные, откуда у тебя сведения. То есть я, в общем-то, работаю с большими цифрами благодаря именно программному обеспечению. Итак,
выборка, генеральная выборка, которая участвует в данном исследовании, она, в общем-то, ну, огромна. Если по количеству объектов, которые попали, она огромная, репрезентативная, естественно, однородная, так как я в своих исследованиях применяю, вы помните, метод классификации. То есть здесь исключительно разбиты объекты недвижимости в соответствии с классом. Итак, данная цифра говорит о том, что на 1% стало больше желающих продать в городе Запорожье людей свою недвижимость, чем это было в марте месяце. Переходим к следующим показателям. Это социальное жилье, вторичный рынок. Буду говорить только в процентном соотношении, что произошло. Снижение минус 0,24% за месяц. Квартиры эконом, комфорт, бизнес-класс, друзья, также показывают динамику снижения минус 0,18%. Ну и переходя к первичному рынку, друзья, мы видим ту же самую динамику снижения стоимости квадратного метра, и неудивительно. Почему? Потому что, еще раз говорю, что это прифронтовой в буквальном смысле город. Видим, что первичный рынок эконом-класс, снижение минус 0,26%. Первичный рынок комфорт бизнес-класс, снижение минус 0,15%. Ну и подводя итоги того, что произошло у нас в апреле месяце по целому региону, друзья, переходим к вот этой табличке экселевской, где мы можем наблюдать по классу, ну, в качестве примера, это социальное жилье, самый большой класс, который эксплуатируется на Украине, включая город Днепр и Запорожье. Видим, что город Днепр, $545 за квадратный метр, это у нас апрель 2026 года. Сравнивая с мартом 2026 года, мы видим, что город Днепр показывает нам снижение минус 0,18% в данном классе рынка недвижимости. Дальше, друзья, город Запорожье. Апрель месяц, $424 за квадратный метр, что показало нам за месяц также динамику снижения, но уже больше, видим, минус 0,24%. Ну и подводя итоги в целом по региону, вот здесь красным шрифтом я отметил, это среднее арифметическое число, как оно считается, вы знаете. В целом по региону это Днепр, Запорожье, $485 стоимость квадратного метра по региону, что также показало нам за месяц динамику снижения минус 0,21%. Индекс отрицательный 0,998. Итак, друзья, от обобщенных данных переходим уже к декомпозированным данным, то есть я вам продемонстрировал, как работает метод дедукции. Дальше